Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить о переводе бизнесов из России в Израиль и о налоговых льготах для новых репатриантов. Начиная с 24 февраля, как известно, репатриация в Израиль из России очень возросла, и на самом деле тенденция по понятным причинам сохранится. Или даже возрастет. И многие репатрианты из России имеют бизнесы в России и, в общем, думают, каким образом перевести эти бизнесы из России в Израиль, опять же, по понятным причинам. И, соответственно, особенно это касается бизнесов, клиенты которых находятся за пределами России, потому что они просто не хотят платить на российские счета, и вообще все это, естественно, очень и очень затруднено. И ответ на этот вопрос очень прост. То есть перевод бизнеса из России в Израиль начинается с регистрации бизнеса в Израиле. На самом деле тогда многие спрашивают, а как же, то есть если есть доход от бизнеса за границей, то новые репатрианты освобождены до 10 лет, а если я открою бизнес в Израиле, то я буду платить в Израиле. На самом деле в этом существует очень большое непонимание. То есть освобождение до 10 лет от дохода из-за границы, это идет речь прежде всего о пассивном доходе, о дивидендах и так далее. То есть, когда человек, новый репатриант, работает из Израиля на заграницу или неважно, то он обязан открыть бизнес в Израиле и обязан платить налоги в Израиле. То есть, это не распространяется на активный доход, который произведен из Израиля. Поэтому в этом плане законной точки зрения нету никакой разницы. В любом случае, если у человека есть доходы активные, которые он производит из Израиля, он должен открыть бизнес в Израиле. Второй важный момент, то есть это налоговые баллы, которые получают, и скидки на налоги, которые получают новые репатрианты. Понятно, в этом плане, то есть можно получить достаточно существенные скидки для новых репатриантов от бизнеса в Израиле. Значит, я очень и очень рекомендую тем, кто имеет бизнесы в России, которые хотят их перевести, открыть бизнес в Израиле, новые репатрианты, обращайтесь к специалистам. Естественно, нужно проверить в каждом конкретном случае, то есть какая оптимальная стратегия, какая оптимальная форма бизнеса соответствует в Израиле, то есть оптимизация налогов и так далее. И поэтому естественно, очень важно обратиться к специалистам. Всего вам доброго, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Шаббат шалом!